That was lame. Are you ready for the King of Sabrock? Give it up for John Mayer! Всем привет из Питера! Друзья мои, сегодня я хочу поговорить об одном из тех редких музыкантов, которые умеют быть одновременно умными, чувственными и немножко дерзкими. Его зовут Джон Мэйер. Парень с гитарой, который не только пишет песни о любви, но и играет на шестиструнной так, что хочется встать и аплодировать стоя. Когда играет Джон Мэйер, кажется, что струны его гитары подключены прямо к душе. Так однажды сказал какой-то критик и был чертовски прав. Представьте себе типичную американскую семью: папа директор школы, мама учительница английского, а наш герой растет себе помаленьку между старшей сестренкой и младшим братишкой. И вот однажды, наблюдая за гитарными подвигами Майкла Джей Фокса в фильме «Назад в будущее», юный Джонни понимает: вот оно, его призвание. В 13 лет папа берет ему гитару на прокат, а сосед по доброте душевной дарит кассетку со Стиви Рэй Воэном. И понеслось. Мэйер начинает рыскать по всему генеалогическому древу блюза, от Бадди Гая до Би-Би Кинга. Хватается за гитару с такой страстью, что родители даже повели его к психиатру провериться. Но нет, все чисто. Просто парень нашел свое. Однако первые попытки игры были, мягко говоря, катастрофическими. Как сам Мэйер рассказывал в интервью, он мог часами пытаться сыграть одну ноту, пока соседи не начинали стучать в стену. Однако упорство взяло свое. Джон стал брать уроки у местного преподавателя по имени Эл Перри, который научил его основам блюза. Эл показал мне, как играть, и это было как открыть дверь в другой мир, вспоминал Мэйер. К 16 годам Джон уже выступал в местных клубах, играя каверы на Эрика Клэптона и Стиви Рэй Воэна. Денег не было, жил на макаронах, но верил в свою звезду. Летом после окончания школы Джон работал на бензоколонке, начищая стекла автомобилей, качая бензин и воруя булочки. Но настоящий прорыв произошел, когда он написал свою первую собственную песню. Да, ту самую «Неон», которая позже войдет в его дебютный альбом. И вот стоит он на распутье: поступать ли в колледж или сразу броситься покорять музыкальный Олимп. Родители, конечно, уговорили не делать глупостей и получить образование. И вот наш герой оказывается в престижном музыкальном колледже Беркли. Но прослушав всего 2 семестра, он вместе с приятелем Клеем Куком решает все бросить и отправиться покорять Атланту. Там они организовали дуэт и давали концерты в местных кофейнях и клубах. Но, как часто бывает, среди творческих людей возникли творческие разногласия. Мэйер потянулся к поп-музыке, а Кук, видимо, представлял их будущее иначе. В итоге пути разошлись, классическая история. Но Джон не унывал. При поддержке местного продюсера Глена Матуа он записал свой первый самостоятельный мини-альбом.
8 песен, где он сам и на гитаре, и вокал ведет. А что же случилось с Куком? Хотя он и помог написать большинство песен для этого альбома, включая первый коммерческий сингл No Such Thing, его вклад в запись ограничился бэк-вокалом в одной песне. Так иногда бывает. Начинают вместе, а потом пути расходятся. Но это, как говорится, уже другая история. I wanna run through the house in high school. I wanna scream at the top of my lungs. I just found out there's no such thing as a real world. Just a lie, you got to rise above. А тем временем интернет только-только начинает менять музыкальный мир. И Джону это на руку. У него появилась целая армия онлайн-фанатов. Как-то через знакомого юриста его демо попадает к Грегу Латтерману из Aware Records. И начинается все с фестивальных выступлений и сборников. А в 2001 году выходит первый интернет-альбом. И тут же подключается Columbia Records, делает ремикс и перезапуск альбома уже более серьезно. К концу 2002 этот альбом принес несколько радиохитов, а в 2003 случилось невероятное. За песню Your Body is a Wonderland он получает Грэмми как лучший вокалист, но сам он позже шутил. Я написал ее всего за 20 минут, а теперь она преследует меня везде, даже в лифте. Your body is a wonderland. Критики встретили альбом тепло, но не без иронии. Джон Мейер — это парень, которого ты можешь представить своей маме. И он точно знает, как ей понравится, писал журнал Rolling Stone. Тем не менее, миллионы слушателей по всему миру полюбили альбом за его простоту и честность. А песня White Georgia стала гимном для всех, кто когда-либо чувствовал себя потерянным в большом городе. В феврале того же года выходит концертный альбом с новыми песнями. Критики разделились. То ли он гитарный герой, когда играет каверы на Стиви Рэй Война, то ли просто тинейджерский кумир после Wonderland. И вскоре выходит уже полноценный второй альбом. Здесь Мейер уже экспериментировал с более сложными аранжировками и джазовыми гармониями. Главным хитом стала композиция «Дочери». Трогательная баллада о сложных отношениях отцов и дочерей, которая снова принесла ему Грэмми. Это была песня, которую хотелось слушать бесконечно, теплая, мелодичная и с глубоким смыслом. Еще в 2002 году критики начали замечать, что за внешней простотой его музыки скрывается глубокое понимание музыкальной истории. И действительно, слава открыла ему двери к своим кумирам. Он играет с Бадди Гаем, гастролирует с Херби Хэнкоком, записывается с Эриком Клэптоном и даже с самим Би Кингом. Но Мейер не собирался останавливаться на достигнутом. В 2005-м он делает интересный ход, объявляет, что закрывает лавочку акустической чувствительности и основывает свое трио. Представьте себе, группа, которая смешивает блюз и рок, открывает концерт Rolling Stones и выпускает живой альбом.
А потом случается третий студийный альбом, где он пытается соединить блюз и поп-музыку. Несмотря на то, что глава Columbia Records первоначально работу раскритиковал, Мэйр не сдался. Более того, чуть позже он даже получит 5 номинаций на Грэмми, выиграв 2 из них. Но по сути это был альбом для души, а не для чартов. When you trust your television, what you get is what you got. When they're on the information, oh, they can learn it all they want. It's for the waiting on the world to change. We keep on waiting on the world to change. Песня Gravity особенно запомнилась слушателям. Медленная, проникновенная баллада, где каждая нота кажется выстраданной. Джон сказал, что написал эту песню после разговора с другом, который утверждал, что любовь — это всего лишь химия. А я хотел доказать, что любовь — это нечто большее, что она действительно может тянуть тебя вниз, как гравитация, рассказывал он. Но Джон Мэйр — это не только музыка. Его личная жизнь всегда была предметом обсуждений. Он встречался с такими знаменитостями, как Дженнифер Энистон, Тейлор Свифт и Кэти Перри. Однако эти отношения часто заканчивались скандалами. Но тем не менее, он никогда не позволял личным проблемам мешать своей музыке. И в 2010-м вышел альбом, где Джон исследовал тему отношений через призму войны. Песня «Половина моего сердца» стала еще одним хитом, а дуэт с Тейлор Свифт – одной из самых обсуждаемых коллабораций того времени. Однако критики разделились. Одни хвалили альбом за его смелость и эксперименты, называя его самым авантюрным в карьере Мэйра. Другие же отметили, что альбом звучит слишком безопасно, а сам автор будто существует в двух ипостасях. Романтичный певец-песенник и светский дэнди, которые никак не могут найти общий язык. Сам же Мэйр в интервью Rolling Stone честно признался, что считает этот альбом не лучшим в своей дискографии. И именно эта честность и искренность делают Мэйра особенным. Он не боится признавать свои ошибки и неидеальные решения. Он не строит из себя непогрешимого гения. Он остается человеком со всеми своими слабостями и сомнениями. И именно это качество делает его музыку такой живой и настоящей. Oh, half of my heart's got a grip on the situation. Half of my heart takes time. Half of my heart's got a right mind to tell you that I can't keep loving you. I can't keep loving you. Oh, with half of my heart. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 11-м у Мэйра обнаружили гранулему на голосовых связках. Пришлось молчать полгода. И в этот период он уехал в Монтану слушать кантри и фолк.
а потом выпустил акустический альбом в духе Нила Янга и Боба Дилана. Это был его способ сказать: «Я не просто поп-звезда, я музыкант, который хочет расти». Песня «Королева Калифорнии» стала символом этого периода. Легкая, мечтательная, с элементами блюграсса. Критики тоже были на стороне Мейера. Rolling Stone включил этот альбом аж в список 50 лучших альбомов года, а журнал People назвали его «сверкающим». В 2013 году он выпустил свой уже 6-й альбом. Это был сборник спокойных фолк-роковых мелодий, где Мейер снова показал свою способность к экспериментам. Он записал дуэты с такими звездами, как Фрэнк Оушен и Кэти Перри, последний из которых стала 3-м синглом альбома. Ну а первый же сингл вышел в июне, а сам альбом увидел свет лишь в августе. И хотя альбом не достиг 1-го места в чартах, его тепло приняли как критики, так и слушатели. Поддержка альбома включала целый большой тур, первый за 3 года. Особенно примечательным стал концерт в Аделаиде, где Мейер исполнял кавер на песню Бейонсе. И этот номер настолько понравился публике, что через месяц он выпустил студийную версию композиции. Песня даже попала в американские и международные чарты, хотя и не стала хитом первой величины. Но это же не главное, ведь музыка Мейера всегда была больше о глубине, чем о коммерческом успехе. Oh, baby, love me lights out in the darkest night. I search to a crowd. Your face is all that I see. Giving you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. В 15-м случилось событие, которое перевернуло его карьеру. Он открыл для себя музыку Grateful Dead. Все началось с того, что он случайно услышал их песню, и вот уже через несколько месяцев он играет с Бобом Веером. А потом случилось то, что многие поклонники Grateful Dead назвали настоящим чудом. Мейер присоединился к бывшим участникам группы, чтобы создать новую супергруппу Dead and Company. Представьте себе, современный поп-рок-музыкант играет классический материал одной из самых культовых рок-групп всех времен. И знаете что? Это сработало! Их туры многим казались магическими, а сам Мейер полностью погрузился в эту новую главу своей жизни. Но он не забыл и о собственной музыке. В 16-м он начал работу над своим следующим альбомом, но из-за туров с Dead & Company процесс затянулся. Новый проект получил название The Search for Everything. Первый сингл появился в ноябре 16-го, а полная версия альбома вышла аж в апреле 17-го. Промотур в поддержку альбома проходил параллельно с выступлениями Dead & Company, которые стали важной частью его жизни. Однако судьба снова решила проверить его на прочность. В декабре 17 года во время тура у Мейера лопнул аппендицит, что привело к экстренной операции. Остаток тура пришлось перенести на февраль 18-го. Но даже это не смогло его остановить. И летом следующего года Dead & Company объявили новый тур. Love on the weekend, love on the weekend. We found a message in a bottle we were drinking. Love on the weekend, love on the weekend. I hate your guts 'cause I'm loving every minute. В мае 18 года он выпустил сингл New Light, который стал своего рода возвращением к более поп-ориентированной музыке. В интервью Зейну Лоу для Apple Music он намекнул, что это только начало. Больше новой музыки должно было появиться уже в том же году. И действительно, осенью на концерте он представил публике новую песню, а к концу года уже анонсировал мировой тур, а 19-й год начал с выпуска одноименного сингла в феврале и композиции Carry Me Away в сентябре. And that's for sure.
just the kind of crazy that will carry me. Carry me away. Но время шло, и мэр не стоял на месте. В марте 20-го, во время эфира своего шоу, он объявил, что работает над новым альбомом. Представьте, мир погружается в пандемию, а он пишет и записывает новые песни, словно пытаясь найти свет в темноте. И к началу 21-го альбом был завершен, и мэр начал дразнить поклонников фрагментами новых треков на TikTok. Однако только 1 июня 2021 года он официально объявил название альбома, и 3 дня спустя вышел только первый сингл с видеоклипом, который сразу привлек внимание своим стильным ретро-звучанием. Ну а сам альбом выйдет лишь 16 июля. If you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. Этот альбом — настоящий гимн 80-х. Даже старые синглы были переаранжированы, чтобы соответствовать этой эстетике. Мэр, как всегда, показал свою способность адаптироваться и находить новое звучание, обращаясь к прошлому, но делая его современным. Этот альбом, который говорит о чувствах, боли и воспоминаниях, но делает это с изяществом и такой легкой иронией. Интересно, что название альбома само по себе стало отсылкой к тому, как часто мы маскируем свои чувства за внешним безразличием или поп-культурным клише. Мэр, как всегда, остается честным перед собой и своей аудиторией. Он не боится говорить о слабостях, о разбитых сердцах и потерянных надеждах. Но при этом он делает это так, что ты чувствуешь себя опустошенным. Скорее наоборот, ты понимаешь, что ты не одинок. It's just another shot in the dark. It's just another shot. Джон Мейер — это человек, который никогда не останавливается на достигнутом. Он прошел путь от поп-идола до блюзмена, от сердцееда до задумчивого философа. Он постоянно ищет новые звуки, новые истории и новые способы выражения своих чувств. Его музыка — это не просто песни, это диалог с душой, который каждый слушатель может продолжить сам. Жизнь как гитарный гриф. Чем дальше залезаешь, тем сложнее, но и тем красивее звучит, говорит Джон. Но, как говорится, гитара — это всего лишь инструмент, но в его руках она становится живой. И если вам когда-нибудь захочется услышать что-то действительно искреннее, просто включите его песню «Гравитация», и вы поймете, о чем я. Как однажды написал Rolling Stone, Мейер — один из последних настоящих гитарных героев, и с этим не поспоришь. Thank you, Andy Cohen. Thank you, SiriusXM. Thank you, Pandora. Thank you, Los Angeles. Thank you, Palladium. We love you. Stay safe. Stay healthy. Have fun. We will see you soon. Thank you.